Здравствуйте, в студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Мы говорим о самом главном, самом интересном в мире футбола. И начнем мы с российской премьер-лиги. Тем более, что очень много интересного происходит. Но вот сейчас мы поговорим и о минусах, и о плюсах того, что мы увидели за прошедшие туры. Начнем с футбольного такого аспекта. Анжи, махачкалинская Анжи возглавил турнирную таблицу, продемонстрировав, наверное, на протяжении вот этих туров первых то качество, которое очень важно в продолжительных, в таких турнирах, которые длятся длительное время. Это стабильность. Стабильность в данном случае со знаком плюс. Команда Гуса Хидинга находит каждый раз во всех играх какие-то аргументы, будь то класс, будь то иногда немножко даже и везение, но в основном это действительно все-таки класс этой команды, класс главного тренера Гуса Хидинга, который умеет настроить свою команду, умеет сделать так, чтобы команда потратила ровно столько сил, сколько нужно на победу. Вот в отчетном матче с Волгой Нижегородской подопечные Гуса Хидинга тоже выиграли в основном на классе, не потратив каких-то сверхусилий. Трудно сказать, сколько может это продолжаться и сможет ли команда Гуса Хидинга, когда придет время играть уже с такими прямыми конкурентами, с мотивированными конкурентами очень, сможет ли она проявлять какие-то сверхусилия для того, чтобы побеждать эти команды. Ну, поживем, увидим, но сейчас факт остается фактом. Как раз стабильность помогла Анжи сейчас выйти на первую строчку в чемпионате, и когда уже 1/3, в общем, чемпионата позади на самом деле, то это довольно серьезная заявка на итоговый успех. А итоговым успехом, наверное, будет попадание Анжи на первую или вторую строчку. Думаю, такие ставят задачи перед этим клубом сейчас, учитывая все финансовые вложения в него, и в том числе и тренерские и так далее. Что касается конкурентов, то как раз нестабильность команд, которые претендуют на самые высшие места, позволили Анжи сейчас выйти на первую строчку. Ну, прежде всего, это, конечно, питерский «Зенит», который мы и перед стартом этого чемпионата, и в ходе первых туров, да и я думаю, что и сейчас, все называют главным претендентом на золото чемпионата по составу, по финансовым возможностям, по тренерскому штабу и так далее. Но вот внутренние распри, которые неожиданно случились в команде, катализатором послужило приобретение двух футболистов за $100 миллионов. Это очень как-то всколыхнуло не только общественность, но и ситуацию внутри команды. Сейчас наметился такой расколы между тренерским штабом и футболистами. Уже и Спалетти, главный тренер «Зенитов», несколько раз резко высказался в сторону своих футболистов. Хотя это как бы внутренние дела команды. И очень редко футболисты и тренеры выносят это на публику. Но, видимо, ситуация зашла уже в такой тупик, что приходится пар каким-то образом выпускать. Хотя, с другой стороны, Спалетти после матча с московским «Локомотивом», который, напомню, завершился в ничью 1-1, вновь потеряли очки питерцы. Ну, можно сказать и про «Локомотив», который тоже претендует на высшие места, что он тоже потерял 2 очка. Ну, вот после этого матча Спалетти как раз выступил в защиту своих тренеров, резко поговорив с тренером «Локомотива» Биличем, который позволил себе некие такие выпады в сторону питерских футболистов. Не в лучшем состоянии психологическим, да и игровом находится ЦСКА, который проиграл в дерби московскому «Динамо», который вроде бы начинает приходить в себя. Подряд 2 победы московские динамовцы одержали, ушли с дна таблицы, но сумеют ли они наверстать то, что было упущено вот в первых играх чемпионата, не знаю, честно говоря. Московский «Спартак», который выдает то отличную игру, то такую средненькую и даже на уровне провальных игр, тоже стабильностью не отличается, что и сказывается на его итоговом положении в турнирной таблице. Ну, не итоговом, а то, которое мы сейчас видим. Ну, это вот то, что касается сейчас расстановки сил, особенно вверху турнирной таблицы. Что касается вообще атмосферы вокруг чемпионата России и вообще российского футбола, то она, надо сказать, после чемпионата Европы
не выправляется. Да? Продолжаются разборки, продолжаются выяснение отношений. Это скандал в «Зените», это скандал вокруг покупки «Зенитом» вот этой игры, который превратился в скандал, хотя сначала был просто футбольной сенсацией, такой финансовой. Это скандалы и разговоры вокруг строительства футбольных стадионов, в том числе и в Питере, который уже перевалил за 1 миллиард долларов, да, там 43 миллиарда, по-моему, последняя смета этого, 43 миллиарда рублей, последняя смета этого футбольного сооружения. Сейчас начинаются тоже не совсем приятные для нашего футбола разговоры о выборе городов для проведения чемпионата мира по футболу. Ну, если кто-то внимательно следил за вот этим событием, то, наверное, думаю, что многих удивило, что Краснодар в итоге не попал в эту заявку, а Саранск, например, попал. Вот последняя игра Мордовии с Аланией, где, ну вот в Мордовию вроде бы пришел большой футбол, никогда его там не было, премьер-лиги. Играли местные футболисты с Аланией, они спорят там за, как раз за сохранение прописки в высшем дивизионе и пустой стадион. Вот, ну, удивительно, что должно произойти, чтобы люди пошли все-таки на футбол. И в то же время в Краснодаре полные трибуны и прекрасные климатические условия, и финансовые возможности есть у региона хорошие. Ну, для меня загадка, честно говоря, почему это происходит. В общем, таких вопросов очень много. Вокруг футбола все время какой-то негативный фон, да и не прибавило, конечно, реноме нашему футболу и последние события около стадиона и на стадионе «Торпедо» имени Стрельцова во время кубкового матча, который был сорван фанатами «Торпедо» и «Динамо», но в первую очередь «Торпедо». Просто бойня, фаер-шоу. Все это еще раз доказывает, что сейчас футбол у нас, он существует для руководителей футбольных клубов, для футболистов, для фанатов агрессивных, но только не для простых болельщиков массовых. И это самая главная проблема, на мой взгляд, отечественного футбола. Мы не раз уже на Вестнике Кавказа об этом говорили. Видимо, будем говорить еще. Ну а в следующей части нашей программы я хотел бы остановиться на событии, на скандале тоже, наверное, вокруг одного из самых талантливых, одаренных наших футболистов, Аланы Дзагоеве, и то, что происходит сейчас с этим футболистом.